Всем привет! Повзрослевшие дети за 30, которые продолжают жить с родителями. Что это за феномен? Обычно бывает как? Мы взрослеем, мы просто мечтаем жить отдельно. Это же свобода, это возможность, да, есть бутерброды колбасой на язык, приводить домой полосатого говорящего кота, идти ночью искать клад, если не хватает денег. Дядя Федор, как мы завидовали тебе в детстве. Святая правда. Но вырастаешь, студентам платят мало, молодым специалистам тоже, и приходится пожить еще с ребятами, которые терпели тебя лет так 20 последние. Ближе к 30 ситуация меняется, ты становишься уже неплохим специалистом, работодатель с тяжким вздохом повышает тебе зарплату, лишь бы ты никуда не делся. Появляется, да, там дама сердца или любимый мужчина, на двоих денег уже больше, и наконец-то вы получаете свое отдельное жилье. Неважно, там в ипотеке вы по уши или снимаете. Привет, отдельная хата, да, до свидания, родители. Но так происходит не у всех. Некоторые, разменяв четвертый десяток, продолжают жить с родителями. Они не заводят свою семью, они не работают, иногда даже не пытаются работать. Просто сидят целый день, смотрят сериалы, играют в компьютерные игры, иногда ходят погулять с друзьями. Что с этими ребятами не так? Они, не знаю, не хотят подружить с организмами. Воздержание. Им не стыдно жить с родителями. Может, они не могут адаптироваться к этому миру? Нет. Паразиты – это прям чемпионы по адаптации на нашей планете. Лучше всех к миру приспосабливаются именно паразиты. Мы тут рвем свои филейные части для того, чтобы вообще как-то найти свое место под солнцем в этом мире. А они одеты, обуты, сыты, периодически им подкидывают деньги на разные ништяки. Можно вообще как бы сериалить жизнь, смотреть порнографию, как говорится, одна рука на мыши, вторая под столом. Жизнь удалась. Не тот жизненный путь, кажется, я выбрала. И кажется, они прекрасно устроились. Оседлали родителей и хе-хей, поехали, да? Вот на первый взгляд сразу понятно, что с этими ребятами что-то не так. Но если взглянуть проблеме в лицо, так сказать, потянуть за ботву и вытащить репку, мы увидим, что корень зла совсем не там, где мы его видели до этого. С ребятами, конечно, что-то не так, но очень что-то не так, в первую очередь, с их родителями. Вот расскажу вам типичнейший пример, если вы таких встречали, вы сразу узнаете этого человека. К примеру, мама одного моего клиента, назовем ее Зинаида. Это великодушнейший человек. Прям вот начальник обратился с просьбой с личной. Зинаида устремилась ее решать. Коллеги с чем-то не справляются, Зинаида тут как тут на передовой, все за всех. Если подчиненный обратился с просьбой, все днюет, ночует, там выходные на работе, лишь бы только вот ребят дорастить до нужного уровня. Все вокруг прям убеждены, что Зинаида великодушнейший человек. О, а ну-ка. Хорошая девушка. И, конечно, ее милосердие в первую очередь распространяется на ее детей. Стих счастья – это прям вот задача номер один в ее жизни. И как это выглядит? Ребенок первый раз в жизни пытается что-то сделать. Например, ее сын там жарит картошку. У него картошка пригорает. От этого несовершенства пригорает уже у Зинаиды. Она прям не может этого терпеть. Подходит, попой отодвигает сына, дай покажу как надо. И все, на выходе мы имеем идеальную золотистую картошечку. И так совсем. То есть не можешь решить задачу, мама поможет. Не можешь выбрать вуз, мама за тебя выберет. Не знаешь там с какой девушкой встречаться, мама тут как тут. И она не понимает, что тем самым прям вот не дает возможности даже сыну стать самостоятельным, выбивает постоянно у него почву из-под ног. Смотришь на эту прям лавину заботы, так и хочется сказать: стоп, горшочек, не вари, хватит этой заботы. Но никто этого не делает. Почему? Потому что попросить человека прекратить делать добро, это как бы, как минимум встретить непонимание, да, и обиду, и агрессию в свой адрес. Вот что. Катись ты отсюда. Ну чего привязался? Ребята, ну чего он ко мне пристал? Главное, чего не понимают вот эти родители, то, что творить добро, о котором не просили, это на самом деле творить зло. Если взглянуть на всю эту ситуацию без шелухи, сказать в зерно проблемы, опять же, окажется, что личной жизни у Зинаиды нет, муж ушел или спивается, что по сути одно и то же, новую личную жизнь строить не хочется или лень, чем себя занять.
ребенок. Лучше бы это был кто-то другой. Это вот прям ее личный мини-сериал со всеми эмоциями и перипетиями, там малейшие какие-то перепады каких-то событий в его жизни. Тут включают вот прям все, что есть, все ресурсы, все страсти, все переживания. Конечно же, это прям наполняет ее жизнь. И отказаться от такого наполнения личной жизни, ну, очень сложно. При этом это, да, там всеми вокруг одобряемо. Человек прям таки святой, он тянет на себе эту лямку, да. Это мой крест, и нести его буду я. И тащит прям на себе этого повзрослевшего ребенка. И вот все замечательно устроились. Повзрослевший ребенок может не работать. У родителей их личный мини-сериал. Можно было бы ничего не менять, если бы не одно «но». Паразит всегда умирает вместе с хозяином. И этот результат уже не очень устраивает и родителей, и их повзрослевших детей. Это абсолютно никуда не годится. Родитель умрет, и наконец-то у ребенка появится шанс как-то показать себя этому миру, да, проявить себя. Но это будет один и единственный шанс. Если он не справится, то все, поддержать его будет некому, он пойдет ко дну. Кажется, вот такая прям безнадега, да? Неужели нельзя поговорить с этими родителями, как-то объяснить им всю эту ситуацию, попросить прекратить душить своей заботой, в конце концов показать это видео, чтобы они все поняли. Видео показать, конечно, можно. Ну, ни с первого, ни со второго, и даже не с пятого вообще раза до них это дойдет. Я это очень часто видела, да, в своей практике, что как только ребенок начинает заявлять свою автономность, ну, например, сын Зинаиды говорит: «Мам, не помогай мне, пока я тебя не попрошу». Зинаида вообще прям меняется выражение лица: я не понимаю, о чем ты говоришь. Я так себя никогда не веду. Вообще не понимаю, что ты такое говоришь. Она как глухая, для нее этой проблемы как будто не существует. Она ее просто вот в упор не видит. Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос? Папа, я уже тебе спел об этом целую песенку. Разве? Да. Если же ребенок начинает не просто говорить, а шевелиться, двигаться в сторону самостоятельности, тут уж родители откроют прям огонь из всех орудий, объявит себя глубоко несчастным человеком и реально впадет в клиническую депрессию, немаловероятно. Она прям заболеет. Мы управляем своим телом намного лучше, чем нам кажется. Да, это мигрени, это жуткие адские боли в спине, запоры, поносы, гипертонии. В общем, целый букет болезней, язвы желудка. Человек начинает прям разваливаться на части, лишь бы только никуда не делся вот этот ребенок, да, который составляет все ядро ее жизни. Война до победного конца! Если он уйдет, ей придется осознать, что она несчастна не потому, что у ее ребенка что-то не так, а потому что она просто не умеет быть счастливой, потому что она не занималась никогда своим счастьем. А это очень страшно, от этого отказаться, да еще и вот от этого положения своего, да, я спасательница великая, я тащу этот крест. Очень сложно от этого отказаться. Что же делать в этой ситуации? Да, вот у ребенка такой инфантилизм развивается, родитель находится в своей этой позиции: ничего не вижу, ничего не слышу, и вообще я святой, великодушнейший, прекраснейший человек. В первую очередь надо осознать, что такая проблема есть. И в этом очень помогает треугольник Карпмана. Увидеть эти роли. Что спасатель вовсе не спасатель, что он выбивает постоянно почву у ребенка из-под ног и делает его беспомощным. Что жертва здесь вовсе не жертва, это не человек без руки, без ноги, без языка. Он способен говорить, он способен видеть, да, он способен анализировать и решать жизненные задачи. Просто вот он сидит в этой паразитической позиции, как бы удобной. И периодически они очень сильно друг на друга злятся. То есть спасатель устает от того, что нет благодарности, за этой благотворительностью не следует должная благодарность, а, соответственно, спасаемый устает от того, что он постоянно себя чувствует вот беспомощным. И они друг на друга вот периодически сливают это раздражение, агрессию, и все это доходит до супердеструктивных каких-то методов решения проблем. Господа, пожалуйста, вы же не дома. Вы же не дома, господа.
И этого всего, конечно, можно избежать. Если люди настроены решать задачу, она решаема. Есть и другие методы: поведенческие, семейная психотерапия, трансовые техники. То есть все это вполне решаемо, если есть такая задача. Теперь вы знаете, что это за люди, которые, разменяв 4-й десяток, продолжают жить с родителями. Но тут есть исключения. Во-первых, повзрослевший ребенок может быть действительно болен, страдать душевной болезнью, например, вялотекущей шизофренией. Требовать от больного человека того же самого, что от здорового, невозможно. Это примерно как просить человека без руки сыграть произведение Рахманинова. Это физически невозможно. И тут уж родители вынуждены заботиться о ребенке, пока не умрут, и в дальнейшем о нем возьмет на себя заботу государство. Выбора тут нет. Второй вариант, он чисто живут вместе, потому что выгодно. То есть дети копят на свою квартиру. Ничего личного, только деньги. Вместо того, чтобы ввязываться в ипотеку или снимать, дешевле продолжать жить с родителями, копить на свое жилье, чтобы потом от них уехать. И третий вариант исключения — это когда сын приводит жену домой или дочь приводит мужа, но взрослая семья живет своей жизнью, молодая семья своей жизнью, каждый там работают, рожают детей, то есть нет этой подавляющей заботы, зависимости и паразитизма. Просто так принято. Это вариант традиционной клановой семьи. Но даже здесь есть нюансы. Например, новорожденным деткам лучше жить с родителями мамы, чем с родителями папы. Но это отдельная тема для отдельного видео. Если интересно, пишите в комментариях, и мы снимем видео на эту тему. На этом все. Крепкого вам душевного здоровья. До встречи!